Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие новости вышли, ожидаются, а также что ждать от движения ключевых активов сегодня с утра: доллара, рубля, нефти, золота. Так, друзья, давайте начнем с календаря событий. Вот в телеграм-канал его выкладываю. Но сегодня относительно тихий день в ожидании завтрашней бури ФРСной. Сегодня только в 5 часов начнет статистическая информация по штатам выходить, индекс доверия потребителей, существенная информация. В 4 часа композитный индекс стоимости жилья и в 5 часов индекс доверия потребителей. Далее в 23:30 недельные запасы сырой нефти, которые предшествуют запасам, которые выходят по среду и во многом их определяют. И то, что касается России, российские предприятия, это Русал, операционные результаты, Пятерочка, X5 Retail Group, ну и другие компании. Так, друзья, давайте начнем с российской новостной повестки. Что тут у нас? Продолжение мыльной оперы «Северным потоком-2». То приостановлено, то запущено. Эта эпопея, понятное дело, оно будет продолжаться до самого конца. Я думаю, что все-таки Северный поток-2 его построят, но вот вопрос будет с наполнением, потому что здесь пересекаются геополитические интересы, и я думаю, нормально его использовать не дадут. То есть его, скорее всего, достроят, но вот с заполняемостью, я думаю, будут определенные нюансы. Так, ну и вот все, золото, NASDAQ, все пузырится и надувается в ожидании ФРС. Так, ну вот тем временем в Соединенных Штатах политическая жизнь кипит и кипит. В результате переписи, уточнения населения меняется вес штатов, вес округов. Там немножко такая специальная система, своеобразная. Но тем не менее, то есть она позволяет с одной стороны таким людям, как Трамп, победить истеблишмент, и потом другим старым бюрократам типа Байдена поменять шахматную доску так, чтобы все вернулось на круги своя. Из текущих событий очень сложная ситуация с коронавирусом в Латинской Америке, в Индии, и, соответственно, сейчас думают, решают, каким образом ее устранить. В частности, отправкой вакцин, которые избыточны, и вакцин, которые западные страны не хотят применять, например, AstraZeneca. В Соединенных Штатах сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда старые дома в стоимости сравнялись с новыми домами. Это достаточно интересный эффект, у которого такого однозначного прямо объяснения нету. Здесь, я думаю, это связано с тем, что старую недвижимость, которую купили, ее придерживают, не продают, она на рынок не выходит. Соответственно, в случае проведения сделок купли-продаж это оказывает позитивное влияние на цену. И с другой стороны, видимо, то, что касается новых домов, здесь произошло определенное пресыщение. Но примечательно здесь другое, что подобные события, они происходили накануне надувания пузыря в американской недвижимости перед кризисом 2008 года. То есть это определенный знаковый момент, который говорит о том, что все готово для того, чтобы надулось окончательно и потом лопнуло. Но опять же, если ориентироваться на то, что было в начале нулевых, в середине нулевых, то здесь подобное пересечение, оно было где-то за 3-4 года до того, как лопнул эпический пузырь. Так, друзья, давайте перейдем к позициям на форсе ММВБ, что тут у нас такое натворилось. Так, РТС, по РТС у нас ставка на рост. Сейчас мы на графике посмотрим, насколько это реалистично. Так, далее ВТБ, по ВТБ ставка на коррекционный откат. Юрики шорты набирают, ждут, что ВТБ будет проседать. Но с моей точки зрения пока еще игра в ВТБ не закончена. Сбербанк, здесь ставка на коррекционный откат. Газпром, здесь также ставка на коррекционный откат. Норникель, аналогичная ситуация, по Норильскому никелю ждут просадки. Далее доллар-рубль, сишка. Здесь ожидание на то, что рубль будет укрепляться к доллару. Евро-рубль, аналогично, ставка на укрепление рубля к евро. Так, евро-доллар, здесь ставка на продолжение бурного роста. Фунт, британский фунт, аналогично ждут роста.
Так, а вот по нефти ставка на то, что нефть будет проседать. А по золоту ставка на рост. Ну, с золотом здесь ситуация достаточно очевидная. В ожидании ФРС золото наиболее вероятно будет расти. Серебро аналогично с золотом, ставка на рост. Так, друзья, ну давайте начнем с Baltic Dry. Его давно не смотрели. Сейчас идет мощнейший рост Baltic Dry. И на текущий момент, апрель 2021 года, здесь создаются все условия для того, чтобы началось пузырение и движение сначала на 4200, потом, возможно, на более высокие значения. Как это было накануне и в момент кризиса 2008 года. То есть сейчас вот этот выход, он указывает на то, что есть определенная разбалансировка и рост инфляции издержек. И причем она безудержно растет. Так, далее американские десятилетние трежерис, дневной таймфрейм. Здесь вот наметился коррекционный отбой и, соответственно, рост доходности. Это для рынков, конечно, не очень благоприятно. Но и здесь остается подождать завтрашнего дня, посмотреть, как это движение разрешится по факту речи и по факту решения ФРС о процентных ставках, которые, скорее всего, останутся такие, как есть. Так, далее Китай. По Китаю сегодня идет просадка. Вчера тоже получилась просадка, хотя начинали очень бодро. С другой стороны, в этой просадке ничего страшного нету, потому что он просто перешел вот в этот торговый диапазон. Бурного роста здесь не вышло, пока не вышло. Но, тем не менее, и сейчас ничего страшного нет, хотя определенный негатив для российского рынка вот это движение сегодняшнее на фоне вчерашнего оно создаст. Так, друзья, ну вот по NASDAQ почти переписали максимум, который был ранее, немножко не хватило. Вот. Ну, сегодня есть шанс попытаться его переписать. Ну, или если будет пробитие 14 тысяч, то, соответственно, весь вот этот рост, он пойдет вниз, искать точку опоры на 13 700. Я думаю, либо движение наверх, либо консолидация вот в этом верхнем диапазоне. Наиболее вероятно. Так, далее VIX, но здесь мы находимся в консолидации, ожидается разрешение. Ну, тут совершенно как бы разные сигналы идут. Кто-то топит за продолжение мягкой монетарной политики, в том числе активизацию байбеков Соединенные Штаты. И, соответственно, это приведет по логике вещей к тому, что VIX пробьет вот это нижнее значение 15,4 и пойдет дальше. Ну, соответственно, рынки будут расти. Я думаю, такой сценарий имеет место быть, но он менее вероятен, нежели вот отсюда все-таки движение куда-то наверх. Несмотря на обещание восстановления байбеков и нового витка сказочного роста, что-то как-то мне не особо верится в то, что VIX отсюда пойдет ниже. Так, далее DXY, индекс доллара. Но здесь вот опять страсти-мордасти, попытка разворота и ухода на 91,5. Ну, на самом деле здесь, я так думаю, пока не будет уверенного пробития 91,2, от 91,2 он сейчас будет отскакивать и пытаться идти вниз. Сначала на 90,5, потом ниже. Но если 91,2 здесь будет пробито, то, соответственно, движение наверх, в том числе тестирование сильного уровня, оно может произойти достаточно оперативно. Пока здесь, несмотря на разворотную формацию, идет движение, в общем-то, вот в этой консолидации 90,7, 91,06. Ну и текущая диспозиция по индексу доллара указывает на то, что доллар сегодня с утра будет придавливать другие валюты. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. Ну, смотрите, сейчас идет движение в консолидационном диапазоне 65,5, 65. Как только возникает пробой вот этого верхнего значения, а весьма вероятно такая попытка сейчас будет в течение первой половины дня, отсюда разовьется движение, цель которого будет 66, возможно 66,25. Если все-таки у нас отсюда вот это движение не развивается, и мы в первой половине дня 65,5 не пробиваем, то у нас отсюда возникает отбой и движение, цель которого 65-65,1. Вот сюда вот. Так, друзья, далее золото. Золото находится в боковике, но в ожидании ФРС у него достаточно благоприятный фактор. Сейчас на текущий момент начался импульс роста, вчера он еще пошел, и на сегодня идет
вопрос о пробитии 1787 и закрепления вот в этом диапазоне 1787-1894. Немножко картину портит индекс доллара, который начал расти. Ну и если переходить на часовик, оно сейчас зажато, верхняя граница 1782, нижняя 1774,5. Если мы сегодня в первой половине дня пробиваем 1782-1783, то у нас отсюда идет импульс движения, цель которого пробить и закрепиться на 1787. Вот сюда вот сходить в этот диапазон. Если мы вот это значение сегодня не осилим в первой половине дня, то здесь наиболее вероятно будет отбой и, соответственно, движение, цель которого будет тестирование нижней границы. Вот если здесь возникает пробой, то оно может очень быстро и молниеносно сходить на 1766. Такая попытка вчера происходила, но она не была доведена до конца. Итак, по золоту сегодня, скорее всего, боковик. Ну и основное движение, конечно же, будет на завтра. Так, друзья, далее серебро, 4-часовой таймфрейм. Здесь идет попытка разворота. Но сейчас вот первый уровень это 26,1. Если он не пробивается, этот разворот захлебнется и отсюда пойдет движение на 26,7, 26,75. Попытка пробить. Если все-таки здесь возникает пробой, следующая цель движения находится на 25,85. Ну, здесь ситуация схожа с золотом в ожидании ФРС. Сейф-хевены сначала замирают накануне, потом в день решения ФРС, если негатива нет, они растут. Ну и дальше наступает момент волатильности. Сейчас здесь, я думаю, наибольший фактор это движение в боковике, наиболее вероятно 26,1, 26,4. Ну и, соответственно, все готовится к завтрашнему дню. Так, друзья, давайте вот медь еще взглянем. По меди пошел импульс наверх. Но здесь как бы инфляция издержек в ожидании экономического роста. Видим, что с Baltic Dry он в космос практически улетает. Ну и медь с Baltic Dry очень хорошо коррелирует. То есть вот это движение, которое происходит в меди, оно говорит о том, что очень большие ожидания экономического роста. С одной стороны, с другой стороны, эти же ожидания, они порождают инфляцию издержек, которая может подрезать крылышки этому восстановлению. Так, друзья, далее палладий. Палладий улетает в космос. Это, конечно, значительный бонус для норильского никеля. И во многом объясняет то, что с ним происходит. Удивляет только, что пока он сам в космос не улетел. Вот. Ну и здесь как бы все говорит в пользу того, что деньги идут в зеленую энергетику, потому что палладий, платина это все, что связано с водородом и водородными технологиями. Так, ну и никель. Вот у никеля сейчас важный момент, это пробитие 17 тысяч, которое весьма вероятно на этой неделе будет попытка. Если здесь происходит пробой, то это придаст значительные силы норильскому никелю. И сейчас есть все предпосылки для того, чтобы никель вслед за остальными commodities, медью, палладием тоже улетел наверх. Так, друзья, далее евро-доллар. Но здесь индекс доллара растет, евро, соответственно, проседает. Вот у нас есть две точки опоры, они в районе 1,2050 находятся. Если здесь пробитие сегодня не возникает, то у нас отсюда пойдет поступательное движение на рост евро с целью первой 1,2117. Если здесь все-таки будет пробой, то идем тестировать, искать точку опоры в районе 1,1991. Я думаю, более вероятно удержание этой позиции и рост. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, смотрите, здесь у нас сейчас идет все-таки попытка движения наверх на ослабление рубля с целью пробить 75.04 и сходить на 75.3, вот на это значение. Если в ближайшие часы этого не произойдет, то от текущих значений мы пойдем тестить 74,7. 74,7 здесь некий рубеж, потому что если возникает пробой 74,7, 74,6 вот этого диапазона, то у нас отсюда пойдет быстрое резкое движение на 74. Вот. Но на текущий момент никто ему такое движение совершить не дал. Походили, покрутились, набрали, и сейчас пытается он уже идти наверх. Поэтому в случае пробоя вот этого диапазона будет резкое движение на 74, но с учетом того, как здесь все происходит, я бы на это ставку не делал.
Здесь сейчас более вероятно, я думаю, поджатие к вот этому уровню 75.05. Мы его и видим. И по факту пробоя движение в этот диапазон. Если пробоя не будет, то хождение вот в этом боковике. Такое тоже вероятно. Я бы даже сказал так, что более вероятно движение наверх, вот такой же типа короткий всплеск, только это было в начале торговой сессии. Или даже в большей степени, наверное, все-таки вот этот боковик. Но без роста нефти я не думаю, что пойдет дальнейшее укрепление рубля. Мы пришли на те уровни, где идет очень мощная закупка долларов. Так, друзья, далее евро-рубль. Здесь ситуация схожая. Вот, даже немножко открылись с гэпом вниз. И евро-рубль пришел на те уровни, где опять же идут очень активно закупки евро. Переходя на часовик, вот у нас 90.36. Если здесь возникает пробой, пойдет сначала тестирование 90, потом пойдет движение ниже, то есть на укрепление рубля. Пока здесь я особой силы для того, чтобы это движение реализовалось, не обнаруживаю. Вот либо будет движение на 90.35, отбой и движение к верхней вот этой крышечке 90.68, или мы будем наиболее вероятно болтаться какое-то время вот в этом диапазоне. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Здесь юрики сделали ставку на продолжение роста. Для того, чтобы рост продолжился, нужно уверенное пробитие 150. Тогда следующая цель это 152 и потом 154. Переходя на часовик, сейчас как раз такое движение пытается развиться. Если здесь будет пробой 150 тысяч, то соответственно мы увидим очень быстро движение на 152. Вот. Но все-таки мне кажется, здесь логично было бы произойти отбою. Ну, действительно, рост произошел, юрики разгрузились, и после этого коррекционный откат, ну, например, на 148 400. Мне такой сценарий видится наиболее вероятным, но опять же, если здесь возникает пробой, следующая цель 152. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Ну, юрики сделали ставку на то, что по Сбербанку будет коррекционный откат. Действительно, такой откат по Сбербанку очень-очень назрел. Либо он здесь закрепляется и уходит на 300-320, либо мы вот это движение должны немножко откатить, ну хотя бы на 290, вот сюда. Если опираться на часовой таймфрейм, либо в начале дня идет движение с пробоем 296 и закрепление над этим сильным уровнем, либо если такого не происходит все-таки, то у нас отсюда идет коррекционный откат сначала на 293,5, и потом, скорее всего, отсюда пойдет движение на 291. Так, друзья, далее Газпром. По Газпрому здесь идет попытка отбоя с целью движения на 230, 229, 230, вот сюда, в этот диапазон. Это дневной таймфрейм. Если переходить на часовик, здесь картина очень интересная. Она заключается в том, что если с утра сейчас возникает устойчивый пробой 233, 232,5 вот этого диапазона, то весьма вероятно, что по Газпрому мы получим движение, цель которого будет сходить на 230-230,5, вот сюда, в этот диапазон. Если сейчас этот пробой развития не получит, то у нас по Газпрому сформируется импульс движения на 235. Ситуация пока не до конца ясная, но юрики сделали ставку на то, что Газпром с утра сходит либо сюда, либо куда-то сюда. Так, друзья, далее ГМК, дневной таймфрейм. Ну, смотрите, в космос улетел палладий, никель начинает цикл роста, медь тоже очень сильно растет. И поэтому есть все предпосылки к тому, чтобы в ближайшее время, если на рынках никакого трешака не будет, по норильскому никелю не только отработали 27-150, но и переписали вот этот максимум. При таких ценах на палладий и никель он просто обязан его переписать. Тем не менее, юрики сделали ставку на корректирующий откат, ну, по норильскому никелю и другим фишкам. И поэтому с утра, если у нас возникает пробой 26300, то по норникелю мы откатимся сначала на 26 и потом возможен короткий задерг на 25700. Если мы сразу с утра пробиваем 26500 и идет при этом объем и проторговка, то у нас на сегодня цель движения будет 27-150, а может быть даже 28. Судя по динамике цен в палладии и никеле, его просто должны затащить зашкварник наверх.
Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание, удачных торгов.